Здравствуйте, наши дорогие зрители! Добро пожаловать на наш YouTube канал. В прошлых наших видео мы показывали ремонт этой комнаты, спальни в нашем дачном доме. Также мы с вами отреставрировали некоторую дачную мебель, а сегодня Хотим избавиться от вот этого сгустка переносок и проводов, и где-то здесь рядышком с окошком сделать красивый ящичек, где можно было бы прятать все для интернета. также поработаем вместе с вами в палисаднике, а еще приготовим очень вкусную шаурму. Еще раз скроем вам наши небольшие планы. Здесь, рядом с уже обновленным шкафом, мы хотим сделать красивое трюмо. Но сегодня к нему подготовим вот такое зеркало. Сделаем красивое обрамление и повесим на стену. Но это еще не все, оставайтесь с нами. Всем приятного просмотра! Ну что, перейдем к ящику для роллтера. Вначале нужно нам определиться с его размерами. Это, наверное, будет примерно 30 на 40. Но сейчас примеряем. Вот. Должно здесь поместиться роллтер, вот эта коробочка и розетка. Так что сейчас определимся с размерами и пойдем его изготовлять. Определились с размерами ящика, это будет 40 на 35 сантиметров и глубиной 10 сантиметров, потому что там, помним, да, розетка и вилка. Для решетки ящика нам послужат вот такие бруски 20 на 30 миллиметров. Ну а для глубины мы нашли такую доску тоненькую, легкую, но ширина как раз нам подходящая 10-11 сантиметров. Чтобы доска хорошо выглядела, мы ее сейчас хорошенько зашлифуем. Вначале возьмем круг зерном 40. Им пройдемся, а потом для более гладенькой поверхности возьмем круг на 100. Как обычно, вначале подключим пылесос, чтобы пыли было меньше. Оп. Ну а теперь можно приступить к работе. Доску пошлифовал, она получилась такая очень ровненькая, гладенькая. Но сейчас к краю приложил правило, не знаю, заметно вам или нет, но вот здесь в центре, да, такое возвышение, примерно сантиметров на 60. Поэтому сейчас надо будет еще рубаночком немножко это выровнять. Так, все, подровняли. Теперь можно отпускать и распилить на подходящие нам отрезки. 40, 40, 35, 35. Отпиливаю ножовкой по металлу, чтобы края были очень ровненькие. Ну а теперь распилим этот брусок 20 на 30 вот на такие маленькие размеры и сделаем такую крышку-решетку. Это будет крышка на наш ящик для роллтера. А скрепим их такими поперечинами. Так, крышка готова. Осталось только прикрутить навесы, чтобы она хорошо и аккуратно закрывалась и открывалась. Получился красивый ящик. Здесь поместится и роллтер, и розетка, и все необходимое, все провода. Осталось только немножко зашлифовать, где немного вылезли гвоздики, покрасить в нужный цвет, и можно помещать уже на стенку. Сегодня мы приготовим домашнюю шаурму. И сейчас я подготовлю все необходимые ингредиенты для этого. Из овощей у меня свежие помидоры, огурец. Я их сейчас помою. И также у меня пекинская капуста и морковка по-корейски. Для нарезки овощей возьму чистую тарелочку. Нарежу тонкими дольками
огурчики. Такой аромат стоит, прям по-весеннему. Переходим к помидорам. Помидор тоже нарежу тонкими полукольцами в этот раз. Так, пекинскую капусту я нарежу всю, а что не войдет в шаурму, останется на салатик. Уже полюбившийся нам цвет грейдж отлично подойдет к этой поделке и впишется в нашу спальню. Так. Меловая краска, наверное, самая лучшая для таких работ. Так. Ну и пока этот ящик будет подсыхать, я пойду посмотрю, как там дела у Викочки на кухне. Так, все ингредиенты готовы, осталось только подготовить мясо. У нас куриное филе, я его порежу тонкими кусочками и обжарю. А обжаривать я его буду на нашем новеньком электрогриле. Сейчас мы вам его покажем. Так, вот этот красавец. Электрогриль фирмы Оберхоф. Кстати, такой же фирмы у нас и индукционная плита. И уже на протяжении некоторого времени отлично работает. В этом электрогриле имеются две съемные панели, которые открываются на 180 градусов. Эти панели можно использовать как две сковороды одновременно. Когда жаришь блинчики, оладушки, это очень удобно, а самое главное, экономит наше время. Эти панели съемные. Вынимаются очень легко, они с антипригарным покрытием, а также они двухсторонние. С одной стороны гладкие, с другой ребристые. Как вы видели, они легко снимаются, чтобы помыть. Когда помыли, высушили, устанавливаются обратно они также легко. Очень радует, что здесь предусмотрен лоток для сбора жира. Он легко вынимается, моется и также вставляется обратно на место. А что мне было особенно интересно увидеть в комплекте, так это термощуп для контроля температуры в приготовлении стейков. Вот так он выглядит. Подключается он здесь в панель сбоку, и тогда в процессе приготовления можно этот чуб воткнуть в стейк и знать температуру внутри продукта. Поэтому не нужно быть каким-то суперповаром, чтобы контролировать степень прожарки мяса. Малая, средняя или полная прожарка, все это возможно с помощью этого термощупа. А теперь давайте попробуем гриль в действии и обжарим для шаурмы куриное филе. Здесь очень простая рабочая панель, все на русском языке. Нужно выбрать подогрев нижней панели, верхней панели отдельно или обеих панелей сразу. Мы же будем обжаривать куриное филе на нижней панели, поэтому выбираем нагрев нижней панели. Далее устанавливаем время 8 минут. Температура здесь 200 градусов. Это та температура, которая нам необходима. И нажимаем кнопочку старт. Пошел нагрев панели, и через время мы выложим наше филе. Итак, гриль нагрелся, подал нам специальный звуковой сигнал, поэтому сейчас мы выкладываем наши кусочки мяса на него, нажимаем кнопочку старт, и то время, которое мы выставляли, оно пойдет в обратном отчете. Здесь выложим маленькие кусочки наши. Нажимаем кнопочку старт. Будем пробовать переворачивать. О, отлично. И получается на каждую сторону по 4 минуты. Кто хочет зажарить, можно и побольше. Так, время приготовления окончено. Посмотрите, какие ароматные, красивые, румяные получились кусочки филейного мяса для приготовления шаурмы. Сейчас мы их снимем и продолжим готовить шаурму.
как? такое сочное Да. Тома, и тебе понравилось? и не сухое, да? Наверное, я не дождусь шаурму. Намного сочнее, чем я, когда жарила на сковородке. Мы решили, у каждого будет своя шаурма. Да? Кто сколько захотел себе, столько всего и поклал. Так, кстати, вот этот майонезный соус делаем мы сами. Сами майонез. И туда добавили чеснок. Ну, нам так нравится. Можно еще зелень или специи. Кто как любит. Да, самое главное в шаурме, что? Это мясо. В шаурме главное все. Помидорку. Так, кажется, сразу видно, кто любит мясо. Не завернется у тебя, если ты много мяса положишь. Так, и сырка. Все, я свою шаурму заворачиваю. Раз. Да, вот тут надо еще уметь, да? Чтобы она не развалилась. Вот это ты себе шаурму. Накрутила. Я себя не обделил. Ну давай, я посмотрю, как ты ее завернешь. Я возьму, сейчас закручу. Давай, давай. О, для приготовления шаурмы нам понадобятся обе панели. Нажимаем соответствующую кнопочку, первую, которая так и называется, обе панели, и выставляем время 4 минуты и 200 градусов. Нажимаем старт и пошел прогрев, а после выложим нашу шаурму. Мне кажется, эта шаурма не уместится на панель. Ну да, она просто огромная. Зато мы теперь знаем, кто в нашей семье самый голодный. Хорошие. Не, мы поместим их давай так вот вдоль, и тогда две влезут, даже такие большие. Да. Нажимаем старт. Пока готовится шаурма, покажу, какие предлагаются здесь рецепты. Это сочный говяжий стейк, стейки из цветной капусты, лосось в маринаде, куриные котлеты с сыром, куриные крылышки, шашлык из курицы, овощи на гриле, а также оладьи. Выглядит очень аппетитно. Думаю, что приготовить здесь на гриле это будет несложно и очень вкусно. Так, шаурма готова. О, моя даже вытекла немножко. Мы не сильно ее зажаривали. Оп. О, красота какая. Компания Аберхоф порадовала нас в очередной раз. За это ей большое спасибо. А если вы тоже захотели приобрести такой гриль, то переходите по ссылочке в описании под этим видео. Вкуснятина. Горяча, но вкусная. Ну а теперь мы перейдем к зеркалу. Его нам подарила несколько лет назад наша хорошая подруга. Ия, тебе привет. Сделаем для него такую деревянную рамку из бруска 12 на 40 по периметру. Его расположим. Получается, такой брусок будет и с одной стороны, и с другой, а посередине дранка. Как раз она на ширину, вернее на толщину стекла. Получается, такой сэндвич у нас будет. Здесь и здесь. Обрежем по размерам дранку, отмеряем, да, правильно, и отпилим. Это будет та сердцевинка. Так, примерно вот так. И теперь отпилим там, где мы отмерили.
Ну и пока Роман занимается в мастерской, я займусь огородными делами. Участок, который у меня за спиной, это участок, который находится у нас здесь во дворе, и мы здесь будем высаживать перцы, помидоры, капусту, ну и многое другое. Но сегодня у меня посев зелени. Это укроп, салат, сельдерей и петрушка. Так, семена есть, перчатки тоже. Вы всегда мне напоминаете в комментариях, заботитесь о моих ручках, поэтому все, перчатки я с собой взяла. И еще мне нужен перегной. Сейчас схожу за перегноем. Так, в этих мешках у нас находится навоз, который Роман привез еще в прошлом году. И он нам тоже понадобится. Сейчас наберу такое ведерко и буду использовать его при посеве. Так, ну все, думаю, этого хватит. Так, сейчас попробуем. Ну, в принципе, земля влажная, но перекопке поддается. Сейчас перекопаю, сколько мне нужно на мои рядки, и буду сеять. Но теперь такую же рамку сделаем с брусом потолще, только уже не только одно зеркало, но и с дранкой. Вот так отмерим примерно. Так. Ага. Здесь. И теперь здесь. Вместе с дранкой. Так, перевернули зеркало. И теперь то же самое делаем с другой стороны. Так, выстраиваем. Хорошенько прижимаем ровненько. Так. Вот. А теперь, чтобы закрепить, садим на гвоздики. В зеркало попал. Тут надо аккуратно по другому краю идти, а не по этому. А то сейчас вся работа пойдет на смарку. Подальше от зеркала. Вот я представляю, если бы я его разбил. Фух. Кстати, здесь на зеркале еще и лейба есть. Смотрите. Стеклозавод Пролетарий, зеркало мебельное, ГОСТ, артикул, размер. И, кажется, здесь еще и дата. Вот есть. 26.06.99. Значит, ему скоро будет 25 лет. Тамара, ты что тут делаешь? Ты удобрила мне земельку? Ты тоже пришла удобрять? Не надо, мне свое удобрение. Ох и животные. Так, ну, первой будем сеять петрушку. Так, сейчас сделаю рядочек или два рядочка. Хоть и земля влажная, но я наши рядки пролью их удобренной водичкой и буду сеять. И, скорее всего, что второй надо сделать.
на расстоянии тут 20, ну 25 сантиметров так на глаз. Как написано по инструкции, так и сделаем. И посеем и петрушку, и остальную зелень. У нас сегодня хорошая погода, ветра нет. Солнышка хоть и нет, пасмурно, но очень-очень тепло. Поэтому идеальное время для посева. Так, сбили мы всю раму. Держится, видите, очень хорошо, очень уверенно. Правда, тут еще остались маленькие щели. Их надо будет заштукатурить, где-то гвоздики немножко подобить. Вот, и края позашлифовать. Поэтому сейчас еще принесу шлифовальную машину. Нашу, которая тоже у нас новенькая. И все это дело мы провернем. Мы решили не оставлять просто ровную рамку, а украсить ее узорами. Помните, которые мы снимали со шкафа и показывали это в прошлом видео? Они находятся вот в этом ящике. Некоторые подберем. Так, ну, наверное, выгружу все. А наверху уже выберем, какие надо. Вот так примерно мы выложим. Так, это сюда. Это сюда. Это наверх. Вот. И посередине вот такие визеруночки. Раз, раз. Хоп и хоп. Вначале мы приклеим все эти узоры к рамке с помощью такого специального клея. Клей Момент называется Столер. Специально для деревянных изделий. Вот, оно все схватится, затвердеет, а потом уже будем красить все в один цвет. Теперь подошло время покраски. Очень хочется, чтобы получилось красиво. Будем сразу красить и рамку, и узоры, где достаем. Несколько слоев. Подсохнет один, потом еще. И так несколько раз. Самое важное покрасить вот внутри этих узоров, чтобы не оставалось темных щелей. Поэтому такой трудоемкий процесс, но в то же время очень приятный. Так, сейчас удобрение. Коровье у нас удобрение. У нас соседи держат коров и продают нам хорошее удобрение. В прошлом году мы посадили картошку. И так как у нас вообще картошки могло и не быть на той земле, на поле. А вот с помощью удобрения у нас довольно-таки урожай до сих пор кормит нас. Скажу честно, я не огородник. Но коль есть земля, почему бы не воспользоваться моментом и не попробовать себя в этом деле. И, кстати, делаю я это все и пробую себя в этом с большим удовольствием. Очень интересно посеять, а потом ждать, что все это взойдет. Радости от этого немало, я вам скажу. Так, надо здесь перемешать перегной с землей. Так, вот такие вот деревянные палочки послужат мне... Ой, сломалась палочка. Послужат мне хорошими маячками. Так, и вот здесь. Все. Оп.
Все, теперь все наше добро присыпаю и чуть-чуть придавливаю. Все, будем ждать урожай, который, в принципе, должен скоро порадовать. Ну, не урожай, а всходы должны уже скоро нас порадовать. Так, нашла вот такие 2 досточки. Вот. Чтобы они не стояли без дела, решила из них сделать временные тропинки. Так, одну досточку здесь применим. О! Так, тут гвоздики есть, сейчас загнем. Отлично. Пойдет. Ну что, несколько слоев краски уже подсохло. А теперь, чтобы краска не бралась, там в случае, например, вытирания пыли или чего-то еще, необходимо вскрыть всю эту красоту бесцветным акриловым лаком. И тоже можно это сделать в несколько слоев. Так будет надежнее. В середине эти узоры тоже необходимо полностью покрыть лаком, чтобы они послужили дольше. Не знаю, как вам, но мне вот эти узоры, да, с такой краской и лаком напоминают такую художественную лепку с какого-то гипса или цемента. Ну что, всю поверхность мы лаком уже хорошенько прошли. Теперь оставлю, пускай оно подсыхает, закрою ведерко и пойду на улицу немножко с Альфой потренируюсь. Несколько дней назад на нашем телеграм-канале мы выложили первую тренировку с Альфой, потому что некоторые говорят, что она не очень послушная, балованная или глупенькая. Но мы сегодня докажем, что это не так, потому что мы эти несколько дней очень хорошо тренировались и уже покажем, чему мы научились. Да, Альфа, покажем? Покажем, моя умненькая, хорошая собака. Альфа у нас очень любит сосиски, поэтому и тренируется с ними намного лучше. Чтобы кусочек сосиски получить, нужно выполнить определенную команду. На такие маленькие кусочки по пол кругляшка я поделю, чтобы можно было показать побольше команд. Вот эта маленькая детская шубка, это будет у нас место, где Альфа будет находиться. Да? Так, а ну, Альфа, место. Все, будь здесь, место. Без сосиски ничего не хочет делать, а сосисочкой. А ну, Альфуша, место. Место. И дам сосиску. Давай на место. Молодец. А ну, еще раз. Место. Место. Молодец, хорошая собачка. Место. Да, вот, держи. Держи, заслужила. Ты хорошо показывала, где твое место. Умница. А ну, что мы еще научились? Давай покажем сидеть, да? Ну, сидеть ты уже сидишь. Давай, сидеть. Хорошая собака. Сейчас мы покажем, как у нас получается команда. Давайте лапу. Альфа, сюда. Сидеть. Теперь давай лапку. Лапку. Молодец. Ты давала лапку свою. Давай еще раз. Лапу. Лапу. Опа. Молодец. Хорошая. И еще давай закрепим. Лапу. Лапу. Опа. Умница моя. Хорошая собачка. Место? Место. Еще одна команда, которой мы уже научились, правда, она нам далась непросто, это команда лежать. Она выполняется из положения сидеть. Ну, нам так легче. Теперь мы покажем, чему научились. Альфа, ко мне. Давай, сидеть. Молодец. Теперь лапу. Лапу. Тоже потренировались. Сидеть. А теперь покажи, как ты умеешь лежать. Лежать. Вот так, умная собака. Давай, лежать. Лежать. А ну еще разочек. Сидеть. Сидеть. И теперь лежать. 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 Вот так ты показывала, как ты умеешь лежать. Давай тебе за это пузико поглажу. За то, что ты так хорошо выполняла команды. Ох, как хорошо
пузика, когда тебе почухает. Да? Вот так. Молодец. Ну, теперь можешь возвращаться на место. На место возвращайся и дам тебе сосисочку. Давай. Нет, пока не останешься на месте, сосисочку не дам. Давай, на место. Место. И сосисочку дам. Давай, на место. Место. Молодец. На тебе сосисочку. Так что вы сегодня увидели, какие команды мы уже научились. Ну ладно, иди залазь. На лавочку залазь. Сюда. Запрыгивай. Вот. Так что мы сегодня показали, какие команды мы уже научились. И уверены, что будут и дальше другие также получаться. Напишите нам, какие команды мы еще можем выучить. Будем ждать ваши хорошие комментарии. И заходите к нам в Telegram почаще. Там мы тоже вылаживаем интересные видео. Так, то, что вчера я засеяла, покажу. Уже вчера было темно, не стала снимать. Покажу, сколько всего засеяла я. Вот этот кусочек. Тут и редиска, и салат, вся зелень поместились. И здесь сзади меня остался вот такой участочек. Скорее всего, что здесь мы посеем огурцы. В наших старых видео, где мы показывали наш участок, вы часто советовали посадить живое ограждение. Летом я насобирала семян. Такая вот интересная декоративная пальма. Я вставлю картинку ее, и я хочу ее посеять по периметру вдоль забора. Вот так выглядят семена этой пальмы. Они в колбочке такой колючей, и вот здесь они выглядывают. Вот такие вот семена, в таких вот колючих колбочках. Они разлущиваю их и по 2 штучки в ямку. Саженец одной пальмы оставлю в земле, а другой пересажу. У нас земли много, есть где пересадить. Ну а теперь подошло время поместить наш ящик на его законное место и наконец-то убрать весь этот беспредел. Так, пока прикрутим на черные саморезы, но потом тоже их покрасим, чтобы они тоже были бежевые и не выделялись на общем фоне. Так, хорошенько, чтобы крепко держалось. Ребята, это очень крутая идея. И для меня, как для хозяйки, она решила большую, огромную проблему. Когда провода лежат на полу, собирают пыль, так не хочется с этим всем возиться, а тут хоп, все в коробочке, все компактно поместилось. В общем, это супер идея. Да, напишите вы тоже в комментариях, понравилась вам такая идея или нет. А я сейчас еще зеркало принесу. Давай. Что вы с Томой же ждете? Да, Так, мы в ожидании. вот такое чуда. получилось зеркало. Да? Здорово. Тома, тебе нравится? Ой, какая красота! Очень нравится, Ром, спасибо тебе большое. Очень круто получилось. Ну, теперь мы в ожидании трюмо к этому зеркалу, да, Тома? Да, в следующем видео будем это показывать. Да, и ремонтировать. надеюсь, что наши зрители тоже в ожидании. Поэтому эту переделку мы покажем в следующем видео. Ну, а на сегодня мы будем с вами прощаться. До новых встреч! Пока-пока!